Бездомная собака вытащила женщину из автокатастрофы и протащила ее более 300 метров, чтобы спасти ей жизнь. Это бездомное животное, которое всю жизнь подвергалось безжалостному обращению от людей, не раздумывая, пришла на помощь. Наша сегодняшняя история произошла в Мадриде. Дженнифер, 40-летняя, замужняя женщина с 2 детьми. Кто ее знал, говорили, что она отличный человек, добрая мать и хорошая жена. Однако, как и у всех людей, у женщины был один недостаток – отношение к животным. Домашние питомцы для Дженнифер были неприемлемы, несмотря на настойчивые просьбы ее детей завести хотя бы собаку. Дженнифер в детстве пережила травмирующий опыт. Соседская собака укусила ее за руку, когда она пыталась ее погладить. Скорее всего, эта собака была плохо воспитана, но из-за этого случая Дженнифер начала испытывать неприязнь ко всем животным. В то утро все шло как обычно. Она попрощалась с семьей, села в машину и поехала на работу. Был очень ветреный день. На высокой скорости она проехала первый поворот по извилистой дороге. На втором повороте ей не повезло, и машина съехала с дороги. Женщина вылетела с водительского сиденья на пассажирское и потеряла сознание. Очнувшись, Дженнифер обнаружила, что ее тело висит из заднего окна, а ноги все еще находятся на пассажирском сиденье. Она чудом выжила в этой аварии, но еще не была в безопасности. Дженнифер поняла, что из-за деревьев водители, проезжающих мимо машин, не смогут ее заметить. Она могла легко умереть от полученных травм, если бы не получила медицинскую помощь. Ее телефон сломался при ударе, поэтому она не могла позвонить. Единственное, что ей оставалось, это молиться, чтобы кто-то пришел к ней на помощь. Ирония судьбы заключалась в том, что помощь пришла от одного из тех существ, которых она меньше всего ценила в этом мире. Спустя несколько минут после молитвы, женщина увидела появление огромной черной фигуры. Как она позже описала в интервью, это была бездомная немецкая овчарка, которая часто подвергалась жестокому обращению от местных жителей. Макс когда-то принадлежал 50-летнему мужчине, который, к сожалению, скончался от сердечного приступа, оставив 2-летнего пса без присмотра. В течение года бедная собака бродила по городу. Затем собака перевернула меня и начала тащить за капюшон. По словам женщины, пес не сдавался, пока полностью не вытащил ее из машины. Затем он оттащил ее к краю дороги, где ехали другие машины. Он встал посреди проезжей части и начал лаять, чтобы привлечь внимание водителей. В этот момент к ним подъехала машина. Дженнифер попросила позвонить ее мужу и вызвать скорую помощь, прежде чем она во второй раз потеряла сознание. Затем женщину отвезли в больницу. К счастью, она отделалась небольшой травмой головы, не потребовавшей хирургического вмешательства. Проведя некоторое время в больнице, Дженнифер была отправлена домой на восстановление после ужасного происшествия. Тем не менее, все это время она не могла перестать думать о собаке, которая спасла ей жизнь. Ее мнение о животных начало меняться. Вспоминая аварию, она со слезами на глазах говорила, что умерла бы в тот день, если бы не Макс. Она послала мужа и детей на место аварии, чтобы найти собаку и накормить ее в награду за спасение. Но они так и не смогли его найти. Позднее, после выздоровления, Дженнифер долго искала эту собаку. Она узнала, что Макса отвезли в приют для животных, где он быстро стал известен и был усыновлен местным тренером по поисково-спасательным собакам. Макс прошел обучение и спас десятки жизней за последующие годы. Она искала его, потому что хотела лично поблагодарить за то, что он сделал. Я не только хотела поблагодарить, но и усыновить его, чтобы он больше никогда не оказался на улице. Но я так и не смогла найти его до сегодняшнего дня, говорит женщина. Когда она наконец встретилась с Максом, то сказала ему, что он навсегда останется ее героем. Собака, казалось, узнала ее, весело виляя хвостом. Это было похоже на встречу со старым другом после многих лет разлуки, прокомментировала Дженнифер. Именно тогда она также узнала настоящее имя собаки, которую сама окрестила героем.
Дженнифер счастлива, что Макс продолжает спасать жизни людей. Наверное, это его миссия в этой жизни. Так же, как он спас меня, я надеюсь, он сможет спасти еще многих людей, заключила Дженнифер и дала обещание, что будет навещать его, чтобы узнавать, как у него дела. Мы надеемся, что Макс сможет продолжать свою миссию и проживет еще долгие годы. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.